друзья, коллеги, доброе утро. Вы знаете, для меня лично всегда было волнительно выступать перед большой аудиторией, когда мы делали наши мероприятия офлайн, вас там собирались тысячи. Но для меня не менее волнительно выступать сейчас и знать, что нас смотрят, наверное, большее количество людей, чем которое могло нас посетить на офлайновом мероприятии. И мы собрались с вами здесь сегодня для того, чтобы поговорить о технологиях, о юридических технологиях. Мы будем говорить об этом до самого вечера. Но я долго думал, с чего же начать. И мне хотелось бы начать с того и поговорить о том, как изменилась наша жизнь. Помните, буквально 20 лет назад, я-то точно помню, для того, чтобы обменяться какими-то документами, мы делали это с помощью факса. И мы по телефону говорили на другой стороне: я стартую, ты стартуешь. Нужно было синхронно нажать кнопки, и тогда мы обменивались информацией. А еще 10 лет назад не было AirPods или Apple Watch, а такси мы ловили с руки в Москве. И технологии не стоят на месте, а вместе с ними, знаете, с одной стороны, наша жизнь, конечно, становится комфортней и удобней, а с другой стороны, она становится сложнее и многофакторней. И то, что раньше, например, не представляло выбора, не представляло проблемы, сейчас представляет огромную проблему. Но просто такое простое действие, как пойти в ресторан или выбрать какое-то кафе, это целый челлендж. Да? Нам нужно прочитать ревью, нам нужно посмотреть отзывы, выбрать какое-то меню. Или мы куда-то едем, и нам нужно спланировать маршрут с учетом пробок и всего остального. Слишком много факторов нужно одновременно учитывать. И технологии, которые, по идее, должны были сделать нашу жизнь проще и легче, стали ее делать сложнее. Хотя, наверное, даже не сложнее, а где-то комплексней. YouTube открыл доступ к сотням терабайт видео, из которых неизвестно и непонятно, что выбирать. Мобильный интернет сделали наше общение вроде как ближе и доступнее, но с другой стороны мы утратили радость простого человеческого общения. А интересно то, что потребность в новых профессиях отмирает быстрее, чем появляются первые учебники по этой профессии. И вместе с тем юридическая специализация развивается семимильными шагами. И согласитесь, ведь на сегодняшний день нет аспекта в нашей жизни, который бы не касался юриспруденции. Мы с вами женимся, разводимся, устраиваемся на работу, ездим в машине, покупаем какие-то вещи, и все это так или иначе связано с юриспруденцией. Так или иначе попадает в какую-то правовую практику. И если раньше количество практик и вот этой вот сферы у юристов было немного, то сейчас есть специальные юристы, которые занимаются интеллектуальной собственностью только в криптовалюте. Это вообще какие-то очень специализированные люди. И процессы становятся сложнее. Давайте оглянемся буквально на полгода назад, на эту весну. Помните, когда мы все с вами оказались в самоизоляции, что произошло? Нам разрешили работать дистанционно. Раньше все было просто. Пришел на работу в 10, ушел в 6, и все, работа закончена. Если кто-то пришел на работу нетрезвым, то делалось предупреждение, запись в трудовую книжку, все понятно и логично. А как на удаленке? Как понять, сколько часов отработал сотрудник? В трезвом ли виде он находился? Надо ли включать камеру? У нас появилась новая норма жизни, и все сказали: вау, здорово, это теперь работает так, а у юристов теперь голова пухнет в такой простой и, казалось бы, достаточно обыденной практике, как трудовые отношения. Скажем, если сотрудник обжег руку, пока ставил чайник, это травма на производстве или нет? Маленькая вещь. Дистанционная работа. На самом деле для юристов она создала новую, чуть ли не новую практику, трудовые отношения в условиях пандемии. И я уверен, много из вас посещали онлайн-конференции за последние полгода на эту тему. И это только одна отрасль права. Усложненность на сегодняшний день хорошо демонстрирует то количество нормативных актов, которые принимаются ежегодно. Причем это касается не только нашей страны, это касается и Соединенных Штатов, и европейских стран. И вы знаете, в 2020 году мы с вами уже не печатаем документы на печатной машинке, не отправляем факсы. Мы используем приложения для аудиозаписи во время судебных заседаний или наших встреч, отправляем электронную почту. И можно сказать, что базовые проблемы или базовые боли на сегодняшний день уже решены. Еще около 5 лет назад журнал Legal Insight и Pricewaterhouse проводили опрос и показали, что в качестве основного инструмента для автоматизации 70% юридических департаментов используют Microsoft Office. И большинство из них продолжает использовать Microsoft Office и по сей день. Однако за последние годы мы видим, как ситуация резко меняется и какое количество Legal Tech решений появилось на рынке. Но мы решили пойти чуть дальше и подумать о том, думать на шаг вперед, думать немножко в будущее.
И мы воспользовались фреймворком для разработки программных продуктов, который набирает популярность последние несколько лет. Он называется Jobs to be done. И смысл этого фреймворка, смысл этого подхода, этой концепции заключается в том, что вы не просто покупаете программные продукты, а вы нанимаете их для выполнения определенных целей. Мы берем задачи, которые можно забрать у юристов, избавить их от рутины и оставить место только интересным или креативным задачам. Вы знаете, задумайтесь, как часто большая часть вашего времени, рабочего дня, уходит на разного рутину. И ведь на такие дела может тратиться до 80% вашего времени. И это делает практически невозможным, не оставляет ресурсов и времени для решения каких-то комплексных или креативных задач. И мы видим два решения. Одно из них, о нем мы рассказывали в прошлом году на нашем юридическом форуме, это делегировать часть юридических задач, часть простых процессов вашим коллегам, сотрудникам ваших корпораций. А второй способ, на котором мне хотелось бы остановиться сегодня чуть подробнее, это то, какую рутину можно отдать роботам. И я хочу привести примеры всего лишь такого небольшого количества задач, которые мы уже поручили роботам или наши клиенты поручили роботам, и рассказать вам про них. Представьте обычный день юриста, когда сотрудники или люди традиционно обращаются к нему для получения юридической консультации или для получения какого-то разъяснения. Я уверен, многие из вас знакомы с этой историей, когда вам по телефону или по электронной почте или в мессенджере пишут с одним и тем же вопросом про закупки или про какие-то процедуры комплаенса. Сколько времени вы тратите на это? И мы это уже умеем делать с помощью чат-ботов. Например, в компании «Магнит» около 210 тысяч сотрудников пользуются чат-ботом для получения юридических заключений, а к юристам напрямую идут только с очень сложными кейсами. На прошлом форуме Артем Подшибякин рассказывал о том, как сотрудники магазинов компании Inditex используют бота-консультанта для защиты прав потребителей. А в Ростелекоме для сотрудников бот автоматически отвечает на вопросах о закупках и сэкономил ответственному миллионы нервных клеток и огромное количество часов. Даже одна простейшая операция, которая десятки и сотни тысяч раз повторяется за день, может сэкономить отделу из 10 юристов порядка 600 тысяч рублей в год. И мы говорим о том, что если юрист экономит буквально 30 дней каждый день, это экономит огромное количество времени. Еще один кейс или еще один пример, где вы можете нанять роботов, это экспресс-анализ или экспресс-оценка успешности ваших оппонентов в судебных делах. Да, мы знаем, что в России непрецедентное право, но оно такое квазипрецедентное. И зная статистику успешности или то, как ваш оппонент выигрывает и проигрывает по определенной категории дела, вы уже можете более точно строить свою юридическую стратегию или стратегию ведения судебного дела. В этом году мы проводили интересную историю, интересный чемпионат по поиску судебной практики. И я уверен, что большинство из вас используют традиционные справочно-правовые системы, мы все их знаем. Но мы специально провели чемпионат и попытались выяснить, насколько же быстрее роботы или механизмы позволяют вам справляться с этой задачей. И по результатам оказалось, что с помощью нашей системы CaseLook юристы находили необходимые документы в 2 раза быстрее, чем любые другие решения. Впечатляющий результат. Представьте, что вы будете в 2 раза меньше времени тратить на поиск судебной практики. Представьте, сколько времени вы сможете экономить на этом. И это действительно доказано этим соревнованием. Я думаю, мы эту практику будем проводить каждый год и будем делать каждый год. Поэтому какое-то время назад, в 2018 году, мы проводили отчет среди юристов и задавали им вопрос, а что у вас, какие рутинные операции, какие процессы вызывают у вас наибольшее раздражение, делают вас несчастными? И многие говорили о том, большое количество, порядка 44% юристов сказали о том, что им не нравится готовить отчеты. Очевидно, что подготовку отчетов – это то, что стоит, наверное, автоматизировать в первую очередь. Это то, где результат от внедрения инноваций можно получить быстро, и он будет очень максимальным. Отчетность, которую
можно генерить сейчас в автоматическом режиме, полностью будет соответствовать вашим регламентам или регуляторам. И кроме того, ну, например, вот у нас такие компании, как ЧТПЗ, Семенов Певзер, готовят отчеты за 1 минуту, а это в 10 тысяч раз быстрее, чем они делали до этого. Другой кейс, который я хочу рассказать про роботов, это подготовка типовых документов. Безусловно, многие из вас готовят документы, берут какой-то файл, что-то там копипастят, удаляют, вставляют, и так получается документ. Мы здесь предлагаем использовать шаблонизаторы или роботов по заранее настроенным юридически грамотным документам. И когда к вам приходит претензия, будь то административный орган, или ваш клиент, или потребитель, то мы автоматически можем сформировать на нее юридически грамотный ответ. Что еще немаловажно, и юристы очень часто заняты этой работой, это отслеживание изменений в компаниях или контрагентах, или судебных делах. По нашей статистике, большинство из наших клиентов, из компаний имеют в работе тысячи дел, тысячи контрагентов. И, допустим, если компания намерена подать иск о банкротстве или у нее существенно выросла исковая нагрузка, мы автоматически идентифицируем и предупреждаем вас об этом, предупреждаем наших клиентов. Тем самым мы экономим огромное количество времени, когда вам не нужно ходить в различные открытые источники, искать эту информацию там самостоятельно. Это примеры очень маленьких задач, которые можно реализовать, но на самом деле они существенно повышают эффективность вашей работы и время на поиск информации и рутинных процессов. Здесь примеры наших клиентов, компании Семенов Певзер и партнеры, Сколково Legal, компании Мегафон, Челябинского трубопрокатного завода. И это всего лишь небольшой пример того, как компании, внедрив юридические инновации, Legal Tech решения, существенно повысили качество и эффективность своей работы. В Семенов Певзере на подготовку отчетов стало уходить всего лишь 1 минуту. А в Сколково Legal той же самой командой стали обрабатывать в 2 раза больше заказов. А в Мегафоне юристы стали тратить на 34% времени меньше только за счет сокращения рутины. А в группе ЧТПЗ в 10 раз ускорилась судебная работа. Эти и другие кейсы вы можете почитать на нашем сайте. А я бы хотел вас спросить, так ли просто нанять робота на работу? Вы знаете, и я этим на самом деле безусловно горжусь, в России количество Legal Tech решений, наверное, одно из самых больших в Европе. И мы действительно, наши клиенты и юристы, мы избалованы вниманием со стороны вендоров. Очень много есть различных решений. Но как выбрать нужное? Как выбрать из огромного количества решений? Ведь если на тестирование каждого вы потратите хотя бы 1 день, то чтобы перепробовать всех, вам понадобится 5 лет. Как взглянуть на вот эти вот сотни фрагментированных предложений, которые каждый отвечает вот за маленький процесс, и понять, какой из них нужно выбрать? Вы знаете, я часто посещаю различные Legal Tech форумы и общаюсь с различными юристами, и всегда слышу одно и то же. Все юристы мечтают об универсальной и единой платформе, которая позволяла делать все. Такая единая платформа мечты, которая бы умела делать все. Универсальный комбайн, в котором можно переложить любое количество различных процессов, задач или решений. И такая платформа существует. Мы не сразу в нашей компании, в Правотек, пришли к пониманию того, что мы делаем на самом деле. И то, что мы сумели создать за 10 лет уникальную экосистему, которая закрывает практически 90% юридических задач. И долгое время мы запускали отдельные продукты, которые бы закрывали 1-2 направления. Например, проверка контрагентов, создание документов, судебно-претензионная работа или поиск практики. Потом мы развивали интеграцию этих решений друг с другом. И в какой-то момент времени мы посмотрели на то, что получилось не изнутри, а сверху. И мы поняли, что мы создали уникальную платформу, которая позволяет решать до 90% ваших задач. Мы поняли, что какой бы юридический процесс мы ни взяли, будь то судебная работа, управление договорами, знаниями, проверками, интеллектуальной собственностью, этот процесс очень легко и комплексно перекладывается на получившуюся платформу.
Я не буду рассказывать о каждой вертикали подробно, вы можете посмотреть это на нашем сайте Pravotech. Но я хочу рассказать, а в чем же преимущество использования платформы. Очень часто при мысли о чем-то глобальном, о платформе, кажется, что потребуются огромные затраты на персонал, на внедрение, на обслуживание сотрудников, обучение. Но наша платформа изначально создана и сделана так, что работать в ней и вносить необходимые изменения очень легко. Это так называемая low-code платформа, большинство элементов которой делаются с помощью простого интерфейса. И это позволяет избежать и временных, и денежных затрат, возникающих при привлечении к работе программистов. Карточки настраиваются с нуля под любой процесс. Все поля можно адаптировать не просто под конкретную практику, но и под workflow, который принят в вашей компании. Вы можете добавлять самостоятельно свои стадии, справочники, и все это вы делаете в визуальном конструкторе. Рутинные операции, какие-то стандартные бизнес-процессы, стандартные задачи вы можете переложить на автоматизированный workflow, и он на сценарий, и он будет следить за сроками исполнения, автоматически ставить задачи, автоматически отслеживать дедлайны. И этот бизнес-процесс, этот workflow, опять же, собирается с помощью drag and drop в визуальном интерфейсе и не требует навыков программирования. Это проще, чем собирать игрушки из Лего. Такие инструменты позволяют привлекать разработчиков только для настройки очень сложных бизнес-процессов или участков там, где требуется программирование. И, конечно, у нас есть большая библиотека готовых сценариев под очень разные практики. На самом деле запустить первых пользователей в систему будет легко и достаточно просто. Для каждого клиента мы разбиваем проект на задачи и этапы и позволяем тестировать сервис и собирать обратную связь. Несколько подходов, итеративно. На каждом этапе вы получаете уже работающую полезную часть программы. И мы предоставляем консультантов для руководителей, для менеджеров проектов, бизнес-аналитика и менеджеров по внедрению, которые работают с вами на протяжении всего процесса внедрения продукта. Один из самых популярных вопросов, которые у меня часто задают, это хранение и безопасность данных. И если одним словом ответить на вопрос, кто управляет всеми вашими данными, кто управляет всей вашей инфраструктурой этой платформы, то я скажу вы. И все наши продукты умеют разворачиваться в разном окружении. Это может быть облако, это может быть ваше облако, частное облако, это могут быть ваши сервера, так называемые on-premise. Но неважно, какую площадку вы выберете для размещения платформы, надо понимать, что все ваши данные надежно защищены. И опыт нашей команды, которая администрирует и управляет крупнейшей судебной платформой в России «Электронное правосудие» или «Картотека арбитражных дел», как многие из вас его знают, позволяет говорить о том, что у нас есть абсолютно уникальный опыт, связанный с кибербезопасностью и надежностью хранения данных. Вы знаете, мы с самого начала, как только появилась наша компания 11 лет назад, мы всегда очень много внимания уделяли удобству интерфейса. И я во многом считаю это ключевым преимуществом того, что мы делаем, именно дружелюбный интерфейс. И тут важно понимать, что в наших системах пользователям не нужно переключаться между разными окнами или между разными интерфейсами. Явное преимущество, конечно, это экономия времени и прежде всего удобство. И хочется упомянуть еще одно преимущество. Это то, насколько быстро ваши сотрудники, новые коллеги, юристы будут проходить обучение и начинать работать. По опыту наших внедрений, уже через пару недель после начала использования платформы, пользователи полностью погружаются в интерфейс. В некоторых случаях интерфейс системы может быть вообще заменен на чат-бота. Мы в одном из наших проектов для крупнейшей страховой компании в России мы убрали сложный интерфейс взаимодействия и ввода данных и заменили его на чат-бот. И онбординг, процедура обучения нового оператора, нового сотрудника в этом колл-центре занимает теперь меньше часа. Это впечатляющий эффект. Конечно, любые изменения всегда происходят через сопротивление. И, безусловно, для внедрения изменений у вас и у вашей команды должна быть очень большая внутренняя мотивация. Так откуда же взять эту мотивацию и как мотивировать себя на изменения? Вы знаете, повышение эффективности, пожалуй, это
Ну, для меня, и я уверен, что любой руководитель крупной корпорации разделит это мнение. Главное требование к любому топ-менеджеру любой корпорации — это уметь повышать эффективность либо своего департамента, либо компании в целом. И достижение максимальных результатов возможно очень разными способами. Развитием эмоционального интеллекта, внедрением передовых технологий управления типа Agile, строительство бирюзовой структуры или холакратии. Однако опыт крупнейших корпораций и опыт наших клиентов говорит о том, что наибольший результат и наибольший эффект приносит как раз внедрение инноваций, внедрение различных технологических платформ. По большому счету, большинство других способов, они либо уже испробованы, либо не дают желаемого результата, не дают желаемого эффекта. И вы знаете, мы проанализировали требования к кандидатам на позицию руководителя юридических департаментов на портале HeadHunter или для ведущих юристов и обнаружили, что такие требования, как навыки цифровой трансформации, как опыт внедрения систем автоматизации юридического департамента, подготовка требований и описания к автоматизации, стали уже на один уровень с требованием по юридическим навыкам и юридическому опыту. И вы знаете, я даже не сомневаюсь, что очень скоро успешный опыт автоматизирования юридической функции позволит вам получать больше полномочий ваших компаний. И я даже не сомневаюсь, что на вот этом непростом рынке труда предпочтение будет отдаваться именно тем кандидатам, кто прежде всего имеет подобный опыт реализации проектов в других компаниях, либо в других департаментах. Я знаю, что нас сегодня смотрят тысячи юристов, руководителей из юридических фирм. И наверняка вы задаетесь вопросом, а с чего же мне начать? И первое, о чем стоит задуматься, прежде всего, это, конечно, переосмыслить внутренние процессы и поискать места, где автоматизация или технологии могут дать максимальный эффект максимально быстро, где автоматизация будет внедряться легче всего, где можно получить быструю победу. Не надо пытаться перестроить все и сразу. Лучше двигаться постепенно в лучших традициях Agile. Можно сесть прямо сейчас и найти процессы, которые наиболее легко поддаются автоматизации или вызывают больше всего проблем. Это может быть работа с типовыми документами или с типовыми юридическими заключениями. На это уйдет всего лишь несколько недель, может быть, пару месяцев. Но измеримый результат вы получите сразу же. Просто придумайте вначале, как вы будете оценивать результат до и после внедрения системы. Второе, и это тоже очень важно, найдите в своей команде единомышленников. Найдите тех, кто неравнодушен к технологиям, кто понимает их хорошо, кто не сопротивляется, и те, кто действительно хочет перемен. Идет новое поколение. Мы уже сейчас видим на позициях ведущих юристов людей, которые родились в 90-е, на позициях руководителей юридических департаментов, людей, которые родились в поздние 80-е. И это поколение любит технологии. И вместе с ними вы сможете быстро развернуть нужные процессы, протестировать, настроить гипотезы, чтобы потом осталось просто масштабировать это на всю компанию или на весь юридический департамент. Большинство проектов не доходят до конца во многом по причине отсутствия интереса со стороны пользователей. И это легко объяснить. Большинство решений от разных вендоров на сегодняшний день выглядит так, как будто они предлагают нам в 2020 году пользоваться или работать в Windows 95. Они выглядят очень устаревшие. Согласитесь, это как минимум странно. 10 лет назад мы поставили себе цель создавать продукты для юристов с интерфейсом, максимально приближенным к тому, чем мы пользуемся каждый день. Будь то Facebook, Instagram или различные мессенджеры. То есть максимально удобный и интерфейс для пользователей. И поэтому при выборе провайдера очень важно обращать внимание на тех, кто задумывается об удобстве пользователей. Это критически важно. Ну и, конечно, третье, как выбрать провайдера под вашу задачу. Провайдеров сейчас очень много, и поставщиков решений очень много, но у меня на это есть несколько советов. Обязательно спрашивайте про реализацию проектов в компании со схожими индустриями, чтобы провайдер говорил с вами на одном языке, чтобы он понимал ваши проблемы. Во вторую очередь,
и это очень важно, не забывайте, что провайдер будет иметь доступ к вашим данным. Это чувствительная информация. И обязательно нужно обращать внимание на опыт и репутацию, потому что во многих юридических документах хранится коммерческая тайна. Мы с удовольствием с вами поделимся своей экспертизой. У нас за плечами 12 лет реализации успешных проектов в очень разных индустриях, от крупнейших российских банков до промышленных корпораций и добывающей промышленности, а также юридических фирм. В нашей команде накоплена уникальная экспертиза, которая позволяет автоматизировать самые разные процессы. От судебно-претензионной работы, где, безусловно, у нас выдающийся опыт, до очень сложных проектов в области compliance или управления интеллектуальной собственностью. В большинстве случаев вам даже не нужно будет придумывать что-то свое, а просто подобрать оптимальную настройку из нашей библиотеки готовых решений. В любом случае, для команды «Право-Тех» из 300 человек нет невозможных задач или проектов, и мы это доказываем последние 10 лет. А я лично буду рад видеть вас среди наших клиентов и, возможно, спикером на нашей следующей конференции, где вы расскажете об успешном опыте цифровой трансформации. Как сегодня будут рассказывать наши уважаемые спикеры в течение всего дня, делиться своим опытом и вдохновлять вас на перемены. Спасибо вам большое.